Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Кто или что внезапно ворвется в вашу жизнь в период с 1 по 10 ноября. Давайте узнаем, что вас ждет, или к чему все идет, или правда с кем вы можете, или с чем столкнуться. У нас сегодня две колоды, и первая это карты Ленорман. Вторая Таро, и мы чуть позже дополним значение выпавших карт. Но предоставим колоде Ленорман провести нас цепочкой тех событий, которые они нам покажут, продемонстрируют, раскроют. Вот первые 6 карт давайте достанем. И что же вас может ждать? Или какое-то событие, может быть, вы уже чего-то ожидаете, предполагаете. Или своего рода выбор у вас стоит, и тоже вы просчитываете два варианта ситуаций. Давайте, я думаю, конечно, будем реалистами. Понятно, что не расскажет о всех тонкостях, нюансах вашей жизни нам карты. Но рассмотреть альтернативный вариант стоит, потому что жизнь не бывает полностью предсказуема. Да и ноябрь 2024 года тоже много транзитов планетарных, когда неожиданности в принципе как будто запланированы. Итак, что же ждет? Кто или что ворвется в вашу жизнь? К чему все идет? А может быть, кто или что изменит вашу жизнь? Или какие-то перемены, коррективы внесет? Или к чему все идет? Давайте откроем первую карту. Ух ты! Это поездка, это переезд, корабль, один из символов Меркурия, и это карта самих по себе изменений в жизни, ваших внутренних перемен. Но это внутренние перемены, когда уже где-то не хочется оглядываться назад, хочется только вперед. Это карта возможностей, мои дорогие. Для кого-то из вас это по работе, карта может говорить. Работа с большим объемом информации, с большим количеством людей, в принципе, интенсивная занятость, но это все равно какой-то, как новый горизонт открывает. Расширяется ваш кругозор. Может быть, придется что-то изучать или доизучать, углубляться в какую-то тему, потому что возможности надо, с одной стороны, использовать, с другой стороны, развить в себе, вот, может быть, и новый какой-то навык. И это все то, что способствует самому по себе, как прогрессу. Ведь больше по этой карте нам уже говорят о будущем, поэтому вы где-то уже прицеливаетесь на последующий период жизни, и это Плутон в ноябре месяце, и еще с 1 по 10 последний реверанс в знак зодиака Козерог, и 19-20 переходит на долгий период времени в ваш знак зодиака на 20 лет. Плутон поселится в Водолее. Но это, конечно, будут перемены, изменения, но это не будет происходить быстро, потому что Плутон очень медленная планета. По сути, это начало какой-то трансформации. Но, может быть, именно в этот период ноября вы должны подвести некоторые итоги, расставить все по местам, завершить некоторые дела, чтобы вам где-то так налегке уже можно было осуществить как свое намерение, цель. Мы всегда достигаем по этой карте. Вообще это больше оптимизма, больше легкости на подъем, а у кого-то, может быть, и в эти 10 дней нужно будет срочно куда-то собраться, поехать или выяснить какой-то вопрос в определенной местности. Это то, что тоже потребует от вас действий или коррекции плана. Поэтому будьте готовы где-то к неожиданностям. И вы, правда, кто или что ворвется в вашу жизнь. Известие, письмо, документ, готовность каких-то документов. Возможно, вы этого уже ждали. И этот документ тогда открывает практически дверь в будущее. Опять нам про будущее. Почему? Посмотрите, карта изображена или письмо изображено таким образом, что за ним выглядит вроде как окно, а по сути это уже будущее, которое вот за этим порогом. Или вы в переходный момент сейчас находитесь. Я только что об этом говорила. Но если кто, что или что ворвется в вашу жизнь, какая-то важная бумага, сообщение будет получено. Может быть, для кого-то это сыграет как пункт или отправная точка ваших последующих побед. Давайте третью карту откроем.
Карта сад. Много общения, мы уже об этом с вами говорили. Это как ваш социум. Это могут быть как новый коллектив для кого-то на работе. Когда вам придется, где-то найти среднее арифметическое и со всеми правильно провзаимодействовать. Люди разные у нас в саду, гуляют. Это то место, где мы встречаемся. Мы не можем изменить этих людей, да как будто бы это и не нужно. Но нам каждый может принести, допустим, какую-то, как свое видение того или иного процесса, или какую-то свою идею, и кто знает, с учетом аркана корабль, может быть, чья-то мысль, которая высказана вслух, будет вами поймана, додумана, и в последующем будет означать какой-то ваш прогресс, мои дорогие, или как действовать. Иногда так тоже бывает. Мы случайно что-то слышим, и понимаем, каким образом это применить на пользу себе. И вот такие метаморфозы тоже могут быть в эти 10 дней. То есть в любом варианте не обязательно это письмо-документ, а это еще действительно как услышанная новость. Она вам позволит сделать правильный выбор. И у нас, когда карта групп выпадает, это значит, мы отпускаем прошлое. Но я должна сказать, само прошлое пытается от вас оттолкнуться. И поэтому вот это будущее по этим двум картам, как письмо, так и корабль, это новые возможности. Есть в вашей жизни какой-то пункт, который не нужно повторять или словно пытаться реанимировать. Может быть, это у кого-то давние отношения, которые не сложились. И вы, мои дорогие водолеи, приложили 1001 усилие, но оно никак не продвигалось. Значит, себя обесточивать заново, что-то начинать определенно нет, не стоит. Будьте реалистами в эти 10 дней, потому что, может быть, есть как и персоны отдельные, а может быть и какое-то дело или тема. Она была вам тоже очень интересна, но видите, на данный период времени нет, она пробуксовывает, она не жизнеспособна. И значит, нужно переключиться на то, что идет где-то как по маслу, мои дорогие. По крайней мере, в эти 10 дней быть реалистом и максимально использовать тот момент, который у вас сейчас складывается хорошо, на пользу себе. И это может быть как и новость, как и информация, как взаимодействие с конкретным человеком или даже с каким-то социумом, может быть и интернет. Иногда, кстати, корабль говорит о том, что мы можем рассматривать работу как посредством интернет. Все же у нас корабль, пространство. Пространство – это эфир, интернет. Это как рост вашей популярности. Вот такой момент тоже может проиграться. Освоение, может быть, IT-технологий, или когда вы хотите работать на дому, или работать из любой точки мира. Вот такие возможности вы можете примерять на себя. Понимать, где мне больше получится, может быть, и денег заработать, и главное, в чем мой интерес. И есть то, в чем нет ни интереса, ни прогресса, и ни денег тоже. Или какие-то отношения, которые не приносят никакого вдохновения. Еще одна карта. Что-то не случится быстро. И даже если вы получаете какой-то важный документ, мы сказали как пункт или точка отправная, у кого-то точка невозврата, то в последующем нужно быть настойчивым. Карта гора и есть препятствие. У кого-то это может быть известие о некотором препятствии. Но примите во внимание то, что гору всегда можно либо обойти, либо преодолеть. И не совсем нам карта говорит, что чего-то не может быть. Допустим, если мы рассматриваем как какую-то новость. Я хочу добавить карт, чтобы прояснить, гора – это нам про что. Нужно ли нам вообще какие-то действия по поводу горы предпринимать? Или отнести ее вот как к аркану гроб? Нет. Вот смотрите, от вас потребуется какой-то очень мудрый выбор, мои дорогие водолеи, и взвешенное решение. Вам на что-то придется решиться в эти 10 дней. И словно вот эта развилка направо, это будет означать как раз мне нужно таки найти способы или методы, чтобы открыть вот эту дверь. Как будто ключи у вас уже в руках. И дверь вы уже тоже видите, знаете, каковы ваши возможности. Но осталось только этот самый ключ
вставить в замок и повернуть его. И победа у вас в кармане. Очень символично. 33. Или если мы сложим, получается число 6. По нумерологии 6 – это всегда победа. Но какие-то, как знаете, в спорте, прибавь в конце, говорят, вот что-то подобное в какой-то теме вашей жизни определенно присутствует. Точно так же присутствует, как и по 8-му аркану, то, что нет смысла продолжать. Знаете, определиться с тем, куда вы направите теперь собственные силы, умения или ваше время, на что будет потрачено. Правда, на кону, посмотрите. Может, что-то и выглядит как препятствие, а на самом деле это и не препятствие, а на самом деле это, ну, как некоторая заминка. Или когда вам придется где-то себя переориентировать на будущее, а прежние методы вам просто не помогут, чтобы совершить вот, или вот как выбор, ключи в ваших руках, или возможность какую-то, ну, к себе максимально адаптировать. И на кону ведь, посмотрите, когда по аркану рыбы, это деньги, по сути дела, это наше благополучие. И в этой колоде, опять же, корабль. Перемены. Какие-то перемены неизбежны. Ну, значит, вот это препятствие, не препятствие вовсе, а это то, что преодолимо. Давайте откроем еще одну карту. Но быть реалистом стоит. Знаете как, тут может быть, мои дорогие девочки, например, какой-то мужчина есть, который вас заинтересовал. Или какое-то недавнее знакомство. Или знакомство, которое еще ничего не обещает. Потому что в этой колоде две пары, мужчина и женщина. И вот одни, это вот как раз относятся к этому варианту, не имеют какой-то материальной основы, не имеют реальной основы. Это наше желание, то, что бы мы хотели осуществить. Так вот, может быть, появился такой человек, или появляется на этой неделе, или в 10 дней, или он появился днями, месяцами прежде. Но это те отношения, которые еще пока не развиваются. Нам хочется одного, а в принципе основы какой-то нет. Тогда здесь быть реалистом нас просто карта призывает. У кого-то из вас это может проиграться как тот человек, который вам что-то предлагает. Но это тоже на уровне идей. Он не переложил это на практику и перед вами какую-то цепочку последовательности событий не прорисовал. Тут рассчитывать нужно на саму себя. Мои дорогие мужчины, это ваши идеи, ваши намерения и цели, которые тоже в конечном итоге нужно привести к какому-то более реальному знаменателю. Давайте мы дополним картами Таро и спросим, что вам придется адаптировать в эти 10 дней, как видят карты. Что придется Водолеям адаптировать? Ну, сам вопрос подразумевает, что себя мы будем точно к чему-то адаптировать. Нам снова говорят о переменах. Колесо фортуны. Перемены неизбежны. Как перемены в вас. И ноябрьский месяц может в себе, особенно где-то в районе середины месяца, 15 ноября у нас полнолуние в знаке зодиака Телец. И планета Уран, кстати, в сложном соединении с Луной, в то время как полнолуние тоже 15 ноября в знаке зодиака Телец. Телец – это то, что касается нашего дома, нашего благополучия. Это вопросы денег, финансов, имущества, нашей работы, нашего успеха. И все важно, понимаете? Как будто много направлений сливаются в один узор. И нам нужно именно, чтобы этот узор получился красивый. И когда выпадает колесо фортуны, мы должны действовать, как исходя из того, что приходит в данный момент. И карта этой внезапности, она тоже предполагает, что мы не должны потерять какую-то возможность. Может быть, что-то будет предложено вам или услышано вами какая-то как новость, информация, и вам нужно с этим будет определяться. Может быть, и есть некоторый выбор, но карта говорит, если ты сейчас как не предпринимаешь ничего, а скажешь, что нет, поставлю на паузу, подумаю завтра. Завтра эта возможность, она уйдет. Поэтому адаптировать себя к переменам в целом придется. Да, и каким-то альтернативным вариантам. А на кону, посмотрите, ваше изобилие, процветание, успех, получение денег.
Может быть, сами по себе деньги приходят. У кого-то из вас, в принципе, просчет материальных каких-то основ в случае, если вы куда-то намереваетесь переезжать или уезжать. Все же у нас аркан выпадает перемен. И у кого-то это как поддержка будет ваших близких, в вашей семье. Я должна сказать, по девятке чаш есть такой момент, когда я называю эту карту картой эгоиста. Хоть у нас тут и выпадают чаши, и в этой колоде нам показана семья, да, или тот наш ближайший круг, с кем мы контактируем чаще, или с кем мы более искренне, с кем мы, как и мы любим, так и нас любят. Но все же колоды карт, все остальные классические никто не отменял, и по девятке чаш это карта самодостаточности в первую очередь. А самодостаточность граничит иногда и самоуверенностью. Почему я говорю про эгоизм? Почему в основных колодах классических, как раз девятка кубков, проходит как карта материального успеха и благополучия. Поэтому деньги есть, деньги будут. Но какая-то еще денежная перспектива у вас вырисовывается. И вы можете упустить время. Поэтому себя адаптировать. Может быть, деньги как-то к вам по-новому приходят. Вот посмотрите. Я сказала, что если мы не прореагируем быстро, это ведь нам себя придется адаптировать, то мы себя словно в подвешенном состоянии в каком-то оставим. И в конечном итоге что нас ожидает? Да ничто. Хотя в этой колоде человек сам себя словно подвесил для того, чтобы увидеть новые возможности. И у нас падает луч света и освещает такую проталину, и там зацвел как цветок. Поэтому есть какая-то возможность, которую вам нужно увидеть, но она выглядит совершенно, пока не систематизирована. Или это то, с чем вы прежде не сталкивались, или то, что вы не допускали. И все же от чего-то не отказаться, а самого себя адаптировать. Это как задача номер один в эти 10 дней. Иначе пейзаж не меняется, мои дорогие водолеи. 2 старших аркана. Выбирай, или у тебя что-то меняется, или как жизнь на паузе. Давайте мы спросим, а что же вам придется организовывать в жизни? Или в своей именно, в сфере деятельности, может быть, или, может быть, это касается и дома, или переезда, чего? Что же организовывать придется водолеям в эту декаду? Не упустить возможности вверху колесо фортуны, не повторяюсь по значению. А вот организовывать мага надо, так магу вообще не проблема себя организовывать. У него все стихии в руках, но это более холодная энергия. Это те энергии, когда он ставит перед собой цель, намерение, а потом корректирует планы в зависимости от обстановки, от собственных возможностей и от тех ресурсов, которыми он, в принципе, располагает сейчас и потом. Он большой реалист. Магами не рождаются, ими становятся после часто каких-то сложных, пережитых ситуаций в жизни, после глубоких разочарований. И это совершенно как холодная карта. Она не говорит ни разу о каком-то восторге. Поэтому вам нужно быть в холодных таких прагматично взвешенных энергиях и ни разу в себе не сомневаться. Вот правда, вот эти 2 карты, о которых я сказала. Кто-то из вас, почему так говорю, мысль материальна, и это доказано квантовой физикой. Так вот, мои дорогие водолеи, если ваш правильный ход мысли, понимаете, он будет важен. Потому что есть всегда вариант самому себе словно наколдовать не того, что нужно. Ведь наш сегодняшний день – это то, что мы думали вчера. А наш завтрашний день – это то, что мы думаем сегодня. Уделите внимание именно своим мыслям, потому что вы, визуализируя что-то, и это не просто, повторюсь слова, вы приближаете свою мечту, намерение. Но есть, конечно, всегда варианты что-то поставить на бесконечную паузу. А маг, он выверенно действует. Поэтому вот вам себя организовать на такие энергии. Задача номер 1. Что же вам еще придется организовывать?
Вопросы денег, вопросы благополучия, вопросы вашего дома. Может быть, вопросы, связанные с вашей семьей или с вашей парой. Если меня смотрят люди, кто в паре, кто, может быть, человек семейный. Может быть, когда вы именно играете важную скрипку, первую в вашей семье, и у вас сейчас происходят перемены по работе, или есть какое-то заманчивое предложение, когда нужно адаптировать с графиком, который именно семейный график или график вашей жизни, с какими-то обязанностями, с какими-то, ну, как кругом забот или дополнительных увлечений. И, в принципе, королева Пентаклей, та, которая из хаоса создает порядок. Вот что организовывает порядок? Какой-то, может быть, новый совершенно уклад. И это в целом карта благополучия. Может быть, и есть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент. Если вы сами имеете там асцендент, значит удваивается все это для вас и очень правильные действия. Что же еще организовывать? Ну вот посмотрите, вот интересно, да, насколько эти две карты, 4 точнее, пары две, одна дополняет другую. И вот именно третий дуплет, он нам говорит, что есть вот такая подвешенная ситуация. Карта повешенного, как мы сами себя заморозили, поставили на паузу. Это иногда карта жертвы, мои дорогие, поэтому выверенные действия быть магом все же придется, чтобы не наломать дров и чтобы не совершить какую-то ошибку, к примеру, не отказавшись от чего-то или не упустив время, потому что время оно не бесконечно. Мы можем о чем-то потом спохватиться и будем сожалеть, что на что-то не согласились или не использовали удачный момент. И восьмерка мечей вообще это карта внутренних страхов. Для кого-то выход вот из этого состояния такого, он должен произойти, когда вы будете видеть, что же есть в реальной жизни. Ведь это карта реализма. Это не есть какая-то ненужная глубокая философия, которая вас и еще больше углубит. И где-то там в этом бездонном колодце собственных сомнений вы можете и застрять как раз. Это как с билетом в один конец. Туда очень легко. Это как омут нас затягивает, а вот обратно вернуться бывает очень сложно. Поэтому будьте, с одной стороны, более милосердны к себе. Помните, что все же действительно жизнь не бывает полностью предсказуемой, и даже если какой-то метод или какие-то ваши действия для вас в диковинку, в новинку, ну, может быть, аккуратно, и стоит себя в чем-то попробовать. Это будет лучше, нежели вот застрять вот в таком периоде ожидания. Для кого-то из вас это может относительно говорить карта «Удели внимание самому себе и своему здоровью». В этой колоде карт эта карта называется «Карта больного ребенка». И мы, к примеру, с вами знаем, что когда мы температурим, например, да, гипертермия, высокая температура, мы все видим искаженно. И поэтому, если перенесем на здоровье, мы себя ощущаем субъективно. Но если, правда, что-то вас беспокоит, то нужно не строить домыслы, обратиться к врачу, возможно, пройти обследование, или, я должна сказать, оценить объективно вас может только доктор. Поэтому, ну, для кого-то это как подсказка, сам не додумывай, иди к врачу. Здесь не нужно смотреть расклады или слушать какие-то рекомендации, тут нужно знать о себе наверняка. Поэтому вот так вот двояко переложите на свою ситуацию. Вообще удивительное время, мои дорогие водолеи. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.